Привет всем почитателям моего блога на Обустроено.ко. Сегодня мы немножечко отодвинем в сторонку ростовые цветы и возьмемся за бумажные цветы для фотосессии. Создадим с вами большой букет роз. Что нам для этого потребуется? Как обычно, это ножницы, линейка, клеевой пистолет, скотч, трубочка, на которую наматывают бумажные полотенца, фольгу и даже туалетную бумагу. Вот она у меня достаточно широкая, поэтому я ее буду уменьшать. Вы будете ориентироваться по тому диаметру, который у вас есть. И гофрированная бумага. Я взяла розовые оттенки, они у меня формируют градиент, должны получиться достаточно симпатичные розы. Итак, приступаем. Ах да, еще нам потребуются бумажные полотенца, салфетки или же платочки, или даже туалетная бумага. Это не столь принципиально. Мы будем из нее делать основание. Берем нашу трубу. Если она у вас очень широкая, просто сделайте ее меньше. Но так, чтобы диаметр не был меньше, чем труба, на которую мы будем устанавливать цветы. Цветочки будут легенькие, поэтому будет достаточно трубы 1,6. Так, ну с какого начнем? Давайте начнем вот с этого, со среднего розового. Отмеряем 1 метр. Почему именно 1 метр? Принципиальной разницы нет. Можете и полметра отматывать, но с метрами удобнее работать просто. Теперь разрезаем наш лист на 3 равные части по 16,5 сантиметров. Теперь давайте создадим основание для нашей розы. Так, вот такое основание для нашей маленькой розочки у нас получилось. Так, теперь берем одну полоску, складываем ее. 1, 2, 3, 4. Итого у нас получается 12 лепестков. Разрезаем не до конца. И теперь вырезаем лепесточки. Для этого нам просто надо обрезать уголки. Никакой особой формы и шаблона не будет. Теперь собираем гармошкой в нижней части. И скручиваем.
Каждый лепесточек растягиваем серединки. И приклеиваем так, чтобы лепесток был выше, чем наша созданная голова. Вот так он должен полностью закрывать ее. Наносите и на низ, и на середину. Можете обрезать. Если вам тяжело создать нахлест целой лентой, у нас лепесточки должны заходить друг на друга. Я думаю, в случае с маленькой розой так все же делать удобней. Так, наша цель, чтобы не было видно серединки. Если серединку видно, берем и закручиваем лепесточки вместе. Вот так. Все, этого достаточно, он уже никуда не убежит. То есть она, серединка. Что мы делаем с остальными лепестками? Остальные лепесточки мы будем аккуратненько отгинать с одной стороны. Для этого пальчиком делаем вот так. Вот что у нас должно получиться. Все лепестки с одной стороны. И приклеиваем аналогично. Следующий ряд вырезаем аналогично. Если хотите, можете сразу разрезать все лепестки. Теперь собираем все лепесточки вместе, вот так, в гармошечку. И скручиваем в нижней части. Растягиваем в середине и один край. И наклеиваем наши лепесточки. Следующий ряд лепестков мы будем закреплять, собирая в гармошку внизу. Если вам тяжело собрать сразу гармошку, возьмите степлер и предварительно закрепите лепесточки в нижней части.
Так, теперь берем скотч, малярный, обычный, любой, и обматываем в нижней части наши лепесточки. Так, следующие два ряда лепестков у нас будут немного шире, и наклеивать мы их будем немного выше, чем вот уже созданная роза. Так, пока можно ее убрать. Раз, два, три. Вот такие лепесточки у нас будут. Аналогично предыдущим рядам растягиваем и заворачиваем уголочек. Теперь смотрите, мы будем наклеивать лепесточки не на саму трубу, как ранее, а вот ниже. Таким образом, они у нас получатся немного выше, чем предыдущие ряды. Так, смотрите, на каждый ряд у нас уходит по 5 лепестков, но у нас осталось 3, значит 2 лепестка нам нужно будет дорезать. Сейчас пока эти приклеим, клеим в шахматном порядке.
Следующее. Дальше мы уже будем отматывать пол-метра бумаги, но точно так же разрезать ее по 16,5 сантиметров. Но нам потребуется всего лишь 2 части и еще 2 лепесточка, потому что их точно так же не хватит, как предыдущего ряда. Так, пол-метра и по 16,5 сантиметров отрезаем. В связи с тем, что это пол-метра, мы складываем 1, 2. С каждой полосочки будет по 4 лепесточка. И добавляем еще те 2 с той полоски, с которой мы дорезали до предыдущего ряда. У нас должно быть 10 лепестков, по 5 на каждый ряд. Всего на вот такую вот розу у нас ушло с вами 1,5 метра гофрированной бумаги шириной пол-метра. Вырезаем лепесточки. Так, следующие 2 ряда лепестков мы будем наклеивать выпуклой частью вверх. Вот так. И немножечко собирать в нижней части.
Вот такая роза у нас получилась. Теперь давайте разровняем лепесточки. Так, помним, 2 последних ряда у нас в обратную сторону. Вот такая розочка у нас получилась. Аналогично мы будем собирать еще 2 розы, светлее и немножечко ярче. Вы можете не приклеивать каждый ряд лепестков, а сразу вырезать все лепесточки, а потом собрать розу. Все зависит от того, насколько вам это будет удобно. Главное, не перепутайте, где какие лепестки у вас будут располагаться. В следующей части мастер-класса я научу вас делать бутон, а также мы оформим основание, чаши листик и листья.